Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто изменит вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Не забывайте писать комментарии для продвижения канала. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так, погнали. Вы человек, который, знаете, который настолько вот ценит семейный уют, семейное тепло, да, вот именно ту атмосферу, которая пребывает обычно в нормальной семье. Я почему говорю, что нормальная семья, потому что на данный момент я у вас не вижу рядом любимой женщины, допустим, да, с которой у вас была бы та самая семья. У вас проигрывается острая нехватка как раз семьи, любимой женщины, вот той самой атмосферы. Эта ситуация вас очень сильно угнетает. Есть момент одиночества, есть момент вообще какой-то, ну, знаете, что ли, внутренней неудовлетворенности жизнью. У каждого это, конечно же, проиграется по-своему, да, у кого-то еще сюда добавятся к личной жизни проблемы с работой, да, но сегодня не об этом. Поэтому какое-то вот смятение чувств, есть некая растерянность в жизни, да, даже какая-то вот потерянность, я бы сказала, да, но это именно вот ваш внутренний мир, когда ничего не хочется, нет мотивации, да. Если раньше вот вы были человеком активным, ну, более активным, скажем так, да, чем сейчас, вы к чему-то двигались, стремились и в карьере, и, ну, вообще во всем, чего бы это ни касалось, у вас вся работа спорится в руках, да, вот вы такой вот человек, всегда были мотивированный. Сейчас этого нет, потому что нет того самого дома, нет любимой женщины, которая была бы вашим именно стимулом, вашим мотиватором, которая давала бы то самое вдохновение, ради чего и ради кого вы бы двигались дальше. Вы вот, если брать, какой вы человек, да, вы, еще раз говорю, помимо ваших таких мотиваций, да, вот внутренних, всегда были таким довольно упорным человеком. У кого-то из вас даже присутствует упертость. Но опять же, это может быть личная такая черта, да, вот особенно кто козероги, да, вот кто там у нас еще, тельцы, да, это такой рогатый, крупный рогатый скот. Ну, это я не о вас, да, это я описываю просто рогачей наших. Далее, смотрите. Ну, то, что вы человек движения, то, что вы живчик были всегда, опять же, это ваша такая особенность, да. Вот у вас это проигрывается во всех ипостасях. Но это я говорю, какой вы были раньше. Сейчас немножко поугасли, сейчас вы поутихли, да. А все из-за того, что, знаете, вот как будто у машины заканчивается топливо. Вот по этой аналогии у вас как будто заканчиваются какие-то, вот знаете, жизненные силы, мотивация, есть апатия, да, а все потому, что нету женщины, нет того дома, нет гнездышка вашего, тепла, уюта, той атмосферы, которая вам так необходима. У нас даже на дне колоды выпала карта гармонии. Для вас просто жизненно необходимо иметь внутреннюю, внешнюю, такую всестороннюю гармонию, когда тебе хорошо во всех жизненных сферах. Я не могу сказать, что рядом с вами даже вот есть какая-то женщина, ну даже возьмем ее, ну не так, не с далекой перспективой, да, там жена будущая, но я не вижу такой вот избранницы, которую вы бы хотели назвать будущей женой. Напишите в комментариях, так ли это? Потому что, ну, я не вижу особого такого желания, знаете, двигаться в направлении вот именно новой семьи, создания новой семьи. Может даже некоторых из вас пугать неизвестность, вот неизвестность будущего. Вы вообще раньше привыкли по жизни всегда строить планы, да, вот на завтра, там через месяц, через год. Вы что-то планируете, а потом достигаете, да, вот со своим упорством. Вы идете четко к своей цели. Сейчас у вас некая растерянность, потому что нет
мотивации, нет жизненных планов, нет целей, да, поэтому, ну, такой апатичный расслабон может присутствовать. Далее, еще смотрите такой момент. Очень сильно вы не любите людей жадноватых. Причем жадных не только на деньги, а жадных на чувства. Вот вы когда даже раньше, да, вот были с женщинами, очень важно для вас была женская открытость, вот взаимность, да, открытость, я что имею в виду? Не снежные королевы вас интересуют по жизни, а именно теплые такие женщины, взаимные, которые подарят вам ту же нежность, ласку, да, вот заботу, которые на вашу любовь ответят любовью. Очень сильно вы цените взаимность. А вот жадность, по финансам я вообще молчу, жаден вы не переносите, потому что сами не являетесь жадиной. Но и скупых на эмоции, на чувства вы, ну, недолюбливаете людей. Вы никогда бы не связались с холодной снежной королевой. Для вас очень важна та самая женская теплота. Напишите в комментариях, есть такой момент или же нету. Далее смотрим. Какая же женщина пришла к нам на расклад, да? Кто же все-таки изменит вашу жизнь? Давайте-ка будем разбираться, мои хорошие. Вот утрата, видите, у вас идет утрата, у вас абсолютнейшая трансформация в жизни. Причем я вам скажу, что то, что произошло в вашей жизни, да, вот тот развод, там разрыв, который вы пережили, это идет вам в плюс. Сейчас вам может показаться это, ну, странно, да, это может быть для вас непонятно, но тем не менее я вам скажу, что если бы вы остались в тех отношениях, в которых вы были, и за которыми некоторые из вас могут все еще страдать, вы бы нанесли себе, ну, непоправимый именно такой моральный, душевный вред, да, вот это была бы у вас, помимо такой психотравмы, да, это были бы проблемы очень серьезные по здоровью. Вы дальше почувствуете, что вы сделали правильно, что вы избавились от тех мучительных, таких токсичных отношений. Вы как будто, вот реально, у нас карта очищения вышла, да, реально как будто очистили свою жизнь от чего-то грязного, от чего-то похабного, да. Я не хочу никакую женщину обижать, оскорблять ни в коем случае, да, но вот именно здесь проигрывается измена, а женщины, которые, ну, склонны к измене, так скажем, да, ну, в каком-то смысле они все-таки грязные женщины, да. Я вот таких людей, которые изменяют, ну, честно говоря, я с помойным ведром могу либо же с помойкой сравнить, потому что, ну, туда ходят, извините, справить нужду разные люди. Поэтому у меня такое почему-то вот идет ассоциация. Не знаю, может быть, я не права, поправьте меня, если я ошибаюсь. Итак, смотрите, это вам пошло в плюс. Какая же женщина придет, да, придет к вам, но эта женщина придет именно в тот момент, когда вы почувствуете, что вы готовы к новым отношениям. Какой-то период еще вы будете вот в таком вот хаотичном состоянии находиться. Какой-то период вы будете, возможно, страдать, кто-то ностальгировать, вспоминать, да, кому-то нужно будет разобраться со своими мыслями, да, привести в порядок именно свой внутренний мир. Я почему вот разные ипостаси говорю, потому что общий расклад, да, у каждого проиграется по-своему. Вам нужно разобраться сначала с самим собой, с мыслями, с чувствами, с эмоциями, да, с тем, что вы думаете, чувствуете. Иначе у вас просто не получится создать новые отношения. Поэтому вот нам и расклад говорит о том, что как только у вас стабилизируется вот ваш внутренний мир, да, вот когда у вас появятся хотя бы вот маленькие цели, которых вы будете достигать, как раньше, когда будете с большим позитивом смотреть в будущее, тогда вам вот, ну, сама Вселенная пошлет эту женщину. Смотрите, какая же женщина вас ждет. Женщина мудрая, женщина очень такая уравновешенная, я бы сказала, она эмоционально очень уравновешенная. Она не будет скандалить, выяснять отношения, да, вот в отношениях. Она очень так поступает
во всех ситуациях деликатна. Она подходит именно через свою мудрость, через знание, да. Есть в ней какая-то притягательность, вот вы с ней, когда будете знакомиться, вот когда увидите, вот что-то такое манящее. Вы себя почувствуете вот реально, вот, ну, как будто под гипнозом. У кого-то это внешность будет, да, вот настолько притягательна. У кого-то может проиграться внешность плюс фигура, да, вот, то есть у кого как. Здесь настолько человек интересный, вот женщина всесторонне развита, с ней будет интересно. Вот интересно не просто там покувыркаться, да, вот как говорится, потому что без этого никуда. Страсти тоже у вас будут, ну просто я не буду сюда сильно вникать, да, хоть вы и любите про бобиков послушать. Но сегодня немножко не об этом. Женщина, с которой вам будет вот именно, знаете, вот хорошо даже помолчать. Вот я обычно это называю так, что с человеком должно быть настолько классно, настолько комфортно, что приятно даже помолчать вместе. Я уже не говорю про что-то большее. Знаете, есть хорошая пословица. Настоящий кекс бывает с тем, с кем даже хорошо и без кекса. Вы понимаете, о чем я, да? Вот это из этой истории. Женщина очень такая, знаете, аккуратистка. Она хорошая хозяйка. Это женщина, которая... Она вот заставит вашу жизнь перевернуться. Перевернуться, ну, в хорошем смысле слова. Вы станете снова тем же живчиком, которым были раньше. У вас появится мотивация. Вот она станет вашим таким мотиватором, стимулятором, да, вот она будет именно той женщиной, которая вдохновит вас. Вам захочется снова, может быть, больше зарабатывать, вам захочется что-то делать, да, кому-то, может быть, нужно будет дом обустроить, кто-то захочет построить новый дом, кто-то захочет, может быть, на заработки уехать, чтобы свить гнездышко с этой женщиной, понимаете? То есть, опять же, у каждого будет по-своему, но с ней вы будете путешествовать. Я не говорю, что обязательно за границу, да, потому что понятное дело, что у всех разные доходы, разные возможности. Но вот вы с ней будете, пусть даже по своей стране, пусть даже, я не знаю, там в своем каком-то регионе, но вы будете вместе там на природе, на шашлыках, кто-то на речке, там на байдарках, ну где угодно, да. То есть вы будете с ней постоянно в движении, вот наедине с природой. Вот этот ваш такой мир двоих, который, ну, не потребует кого-то третьего. У вас даже вот у кого есть друзья, вот с которыми вы очень плотно так дружите, может быть, часто общаетесь, но эти друзья тоже отойдут даже на задний план. Вы не будете так часто общаться с друзьями. Вот видите, у вас даже выпала карта покоя. Вот с этой женщиной у вас наконец-то появится тот самый покой, вот именно внутренний покой, да? Вот я в начале вам расклада говорила, что для вас важна гармония, вот внутренняя гармония, да? С ней вы испытаете и ту нежность, и ту ласку. И, ну, то есть, понимаете, это такое всестороннее какое-то ощущение счастья, что ли. Хоть и говорят, что счастье это довольно такое мимолетное, да, чувство, но опять же, у кого как. Кто как понимает. Для каждого счастье это совершенно разные вещи. Для кого-то счастье это большие деньги, для кого-то счастье это любовь. Кстати, напишите, ребятушки, а что для вас есть счастье? Вот что такое для вас быть счастливым? Вот что? Поэтому, знаете, с этой женщиной вы, конечно же, можете создать семью, если того захотите. Кто-то захочет официально, кто-то неофициально. Но эта женщина, ну, реально изменит вашу жизнь. Она станет вот той вашей такой отправной точкой, точкой к новой жизни, да, вот с ней начнется белая полоса. Вот если вы сейчас пребываете в такой серой, да, непонятной полосе, либо же в черной, у кого из вас может даже депрессия проиграться, да, то с этой женщиной однозначно все будет иначе, все будет по-другому. Вот мир двоих, да, вот у нас даже карта вот такой изоляции, да, вышла. Вот вам будет хорошо вдвоем.
Вы как будто изолируетесь от всего мира. Ну да, на работу, понятное дело, вы будете ходить, но больше вам третий не нужен будет. Абсолютно. Это женщина, которая еще, знаете, вот она даже в сложных ситуациях, если у кого-то там, не дай бог, конечно, ну, если произойдет какая-то проблема, да, либо же болезнь, да, ну, все мы как бы живые люди. Но вот она будет именно стойко выносить все ваши вот тяготы, невзгоды, да. Вот итог у нас карта гармонии. Но это то, что я говорю. Настолько вот светлая, настолько теплая карта. Вы не представляете, какая суперская энергетика, такая очень уравновешенная, гармоничная. Ну, реально вот тепло просто идет от расклада. Очень светлая, классная такая карта. Вот она из тех женщин, которая будет именно выносить все тяготы без каких-то там, без нытья, да, без выноса мозга. А для мужчины это очень важно, когда женщина не выносит мозг. Я думаю, вы согласитесь. Она из тех женщин, которые будут стоять за вашей спиной, подавать патроны, даже если весь мир будет против вас. Я думаю, о такой женщине, ну, наверное, каждый из вас мечтает, да? Вы с ней, знаете, вы будете очень любить с ней, то ли это будут какие-то вечерние или ночные прогулки, даже вот прогулки при луне, да, вот вы будете с ней частенько бывать там, где вода. Может быть, у кого-то речка рядом, кто-то, может быть, на море будет часто ездить. Вот именно вода, вот природа, вода, это как еще одно ваше успокоительное, да, вот когда наедине с природой, это, ну, такое суперское ощущение, да, когда водичка журчит, когда птички поют, но это такое умиротворение. Я сама, если честно, обожаю море, горы, это вообще супер, это просто отдых душой. Поэтому, ребята, в вашей жизни появится просто суперская женщина, которая реально изменит вашу жизнь на все 180 градусов. Чего я вам всеми желаю? Наконец-то окунуться в атмосферу счастья. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!